Всем привет! Меня зовут Мичи. Не знаю, надо было ли представляться, но я представлюсь. Сегодня я дам небольшое интервью по поводу курения и того, как я отношусь к сигаретам. Сразу обозначу, мне 19 лет, курю я уже давно. И сегодня расскажу про все вот это вот. Во сколько я начала курить? Начала курить я в 10 лет. И курю уже, соответственно, лет 19. Но у меня были периоды, когда я бросала, были периоды, когда просто не было возможности средств материальных купить сигареты или там не только сигареты. Изначально, да, то есть курить я начала конкретно с сигарет в 10 лет, а потом постепенно начала еще и баловаться вейпингом. Из-за чего сейчас я могу как и курить и сигареты, так и просто вейпить. Мне, в принципе, особо без разницы. Меня устраивает и то, и то. Сколько сигарет в день обычно куришь? Сейчас, на данный момент, я могу выкурить спокойно, штук 15-16. Больше не особо хочется, потому что еще моментами, большую часть времени, вместо того, чтобы курить сигареты, когда у меня есть на это время, я курю электронки. Потому что в квартире у меня не особо ценится запах сигарет, поэтому с электронками в этом плане попроще. Зависимость от сигарет, да, я чувствую, но конкретно не конкретно от сигарет, а по большей мере от самого никотина. То есть мне особо без разницы, где будет этот никотин. В электронке, в сигарете. Мне главное, чтобы просто был никотин. Если расценивать как зависимость от сигарет, как вот этот культ, не культ, а как вот это слово-то, как ритуал, встать с утра, покурить, взять сигаретку, нет, такого у меня нет. Цени свою зависимость. У меня зависимость довольно-таки сильная, признаюсь честно, курю я почти постоянно, особенно если работаю, у меня из рук, дудка не уходит. Курю я постоянно, зависимость у меня сильная. Ночью я не просыпаюсь, чтобы покурить. У меня сон довольно чуткий, но просыпаться не просыпаюсь, я вот сплю, и все, и хорошо. Утром после пробуждения, да, у меня очень хочется мне курить, я вот просыпаюсь, у меня все, первая мысль: дайте дунуть, дайте сигарету, дайте хоть что-нибудь, но вот не могу я так. Насколько сильное желание этого 10, где один... Где-то в районе 8, я бы сказала. То есть не прям, что прям 10, все, пиздец, убивать буду. Нет, в районе вот 8, 7-8, где-то так у меня желание покурить с утра. Как быстро после пробуждения? Почти сразу. Я встаю, я сразу беру либо вейп в руки, либо иду на кухню куда-то и курю. То есть там буквально проходит после пробуждения, минут 2, 3, 4, где-то так. Первое действие, которое я делаю после пробуждения, это беру в руки телефон, захожу в свои сообщения, смотрю, кто мне написал за ночь, а потом все, сразу же почти иду курить. Хватает, да, утром хватает спокойно одной сигареты, чтобы накуриться, но это лично мне, может, кому-то и будет и не хватать. Например, у меня отличный пример, это мой отец, он курит в день, за утро он только выкуривает сигарет, 5. Да, мне хватает спокойно одной. Сколько ты можешь не курить, пока не станет невыносимо? Я давненько уже не проверяла, насколько сильно меня может хватать, но вот самый такой большой момент, когда я была бодрствуя, то есть без сна, в районе часов 5. То есть 5 часов мне более-менее хватает, чтобы пожить, и дальше все, белый шум. Если я не покурю, я буду бить людей. Нет, людей бить не буду, но мне будет не очень весело, и окружающим тоже. Если ты пойдешь в кино,
Может, да, я смогу высидеть трехчасовой фильм, у меня будет желание покурить, да, но высидеть я смогу, особенно если у меня будет в руках вот эта штучка магическая, потому что если брать просто сигареты, окей, да, без проблем я вытерплю, но мне будет под конец не очень, то есть под конец этого трехчасового ада я вылечу на улицу и первым делом покурю. А если брать с дудками непосредственно, там проще, там можно как-нибудь по-тихому, прямо в кинотеатре, чтобы никто не заметил, и так уже будет гораздо лучше и спокойнее. Сколько минут в среднем проходит между сигаретами? Это больше зависит от того, выходной ли у меня, либо же у меня там учеба, рабочий какой-то день. Обычно между сигаретами может проходить минут 40-45, если это учеба, потому что у меня перерывы на учебе, перемены, я выхожу на улицу и, соответственно, курю. Если это просто вот будний, выходной какой-то день, то я могу, например, через 20 минут уже ёбнуть еще одну. Довольно-таки быстро. У меня нет особо вот этого вот, все, стоп, ты покурил, и все, иди гуляй. Нет, у меня этого стоп-крана нет, то есть если я хочу, все, я беру, иду курить, неважно что, главное курить. Как будто вот, да. Сможешь ли ты представить себя без сигарет? Нет, без сигарет я себя представить уже не смогу, потому что это как будто бы уже как будто образ какой-то закрепился за мной, что-то подобное. В общем, нет, без сигарет я не я, Мичи не Мичи. Да, я бросала курить. У меня были некоторые моменты в жизни, когда я бросала, потом начинала снова. Сначала поменьше бросала, ну там где-то, не знаю, на месяц я бросала. В итоге я все равно вернулась к этому. На 3 месяца бросала, все равно к этому вернулась. Вот самый большой период у меня был в районе меньше года, где-то чуть более полугода. В такой период у меня был. За этот период я почти бросила, даже психологически. Думаю, все, наконец-то я это бросила. Нет, я это не бросила. У меня как только появилась первая моя возможность, я взяла сигарету и да. То есть смысла мне бросать особо как будто бы и нету. Держалась я... Да, это был вот этот момент, вот самый большой, который длился более полугода. Не сказать, что это было прям супер тяжело, потому что это был мой, по-моему, то ли третья, то ли четвертая попытка бросить. Точно уже сказать не могу. И на этот момент уже не настолько. Первые самые разы, когда ты пытаешься, это тяжелее всего. Да, здесь прям сложно. Тебе нужно полностью абстрагироваться от сигарет самые первые разы, чтобы хоть какой-то результат был, иначе можно сорваться уже просто, через пару дней, пару недель. Да даже не пару недель, просто через неделю уже можно сорваться, если ты, как-то не абстрагируешься от этого полноценно. Это если ты бросаешь сигареты, да и как любой никотиносодержащую хрень, там, кальян, вейп, сигареты, без разницы. Если ты это бросаешь, у тебя очень жестко идет психологическая, в первую очередь, ломка, потому что у многих людей есть такая вещь, как ритуал. То же самое: с утра встал, первым делом пошел, покурил сигаретку. Вот, это как ритуал, и психологически это сложно бросить. И со мной тоже была такая вещь, но сейчас у меня больше как осознанное курение, так сказать. Жалеешь ли ты, что начала курить? Моментами, да. Моментами я очень жалею об этом, потому что все-таки это немножко, нездоровое дело. То есть это в любом случае это зависимость, какая бы она ни была. И от этого не очень хорошо. Любая зависимость — это плохо. Любая зависимость, любая такая пагубная привычка, она плохо сказывается на состояние человека, даже на моральное состояние. И как бы то ни было, и моментами я жалею. Но по большей мере, честно, нет. Честно, мне вообще все равно, что я курю. Курю и курю. Что, я что, святой человек, что ли? Нет. Хочешь ли ты бросить курить? Опять-таки моментами, когда ты периодически я об этом задумываюсь, что да, надо бы что-то с этим делать уже в очередной раз, пора бы уже бросить. Но
Честно, нет. Я не особо хочу бросать курить, мне почему-то в кайф. То есть я, можно сказать, не готова еще полноценно бросить курить. Мне нравится в целом. Если ты выпьешь, как часто ты куришь? Выпьешь сколько... О, господи, сколько можно потерпеть без сигарет? Все зависит от того, как много я выпью. Это вот прям такой основной вопрос. Если я просто, ну, так, слегка чуть-чуть пару пива, бутылочек, в целом нормально. Особо разницы, может быть, даже не почувствую. Если уже прям конкретно так напиться, ну, более сильными алкогольными продуктами, то здесь, да, здесь уже вопрос будет хороший. Сколько я продержусь? И продержусь ли я вообще? Понятное дело, я продержусь, но... Когда я выпью, у меня начинается стадия паровоза. То есть я вообще не могу без никотина в этот момент. Желание именно курить сигареты обостряется больше, чем желание там тот же самый кальян, тот же самый вот электронки. Ты именно покурить сигареты в момент, когда ты пьяный, намного сильнее почему-то. Вот. И, ну, там буквально каждые 10-15 минут я могу ходить курить, и как бы, да. Что тебе больше всего нравится в курении? Эстетика. Как бы странно оно ни звучало, в этом есть своя эстетика, в этом есть своя какая-то особенность, какая-то изюминка. Мне вот прям нравится вот это вот, когда человек, допустим, кто-то даже прохожий, ну просто стоит там статный, в пальто стоит с сигаретой, я сижу, стою, думаю, господи, мама, возьми меня прям на этом асфальте. Но это зависит не только от мужчин, девушки то же самое. То есть, если это какая-то статная женщина, статный мужчина с сигаретой, такой властный взгляд, все, я готова отдаться ему прямо на месте. То есть, да, такое. А в целом, как по мне, думаю, то же самое. То есть, мне нравится вот это вот больше всего, эта эстетика того, что ты куришь. Как бы я не хотела бы романтизировать вред какой-либо, все-таки, да, сигареты я романтизирую. Что тебе больше не нравится? Не нравится мне цена, в первую очередь, потому что сигареты, жидкости для вейпа, табаки для кальяна, это все дорогое удовольствие на самом деле. Если, допустим, с вейпингом попроще, ты раз в месяц купил, ну раз там в 2-3 недели, все как бы хорош, и живи с тем, что ты купил с сигаретами, намного сложнее, намного дороже. И конкретно это мне больше всего и не нравится, то, что да, это дорого. Цени состояние своих легких. У меня состояние легких хорошее, можно даже сказать, почти отличное. Почему я так думаю? Потому что я регулярно проверяюсь. У меня и так достаточно много проблем со здоровьем, из-за чего мне приходится регулярно проверяться. И легкие у меня в очень хорошем состоянии, можно даже сказать, в отличном. Да, хоть что-то у меня хорошее в организме. Есть ли у тебя кашель? Да, у меня порой проскакивают моменты, когда я кашляю. Не сильный кашель, совсем не сильный, просто там раз-два кашлянуть и все, и хорош. Утром нет, утром у меня кашля нет. Хотя у меня были моменты, этапы в жизни, когда он был. То есть он почему-то не постоянный лично для меня. Не знаю, может, кто-то постоянный, может, нет. Но в любом случае, да, у меня был момент, когда я просыпаюсь утром, я начинаю кашлять, у меня выходит какая-то мокрота. Но это я не болела, то есть это конкретно из-за сигарет, из-за вейпа, вот из всего вот этого вот. Сейчас у меня нет этих проблем, я почти не кашляю, так раз, 2-3 дня могу что-то выдавить из себя, как типа не более. Вот. Если у тебя хрипы при дыхании, нет хрипов, у меня при дыхании нет. Просто нет хрипов, да, тут даже добавлять особо не надо. Если у тебя одышка при беге, подъеме по ступенькам в горочку. Да, одышка у меня есть, но я, если честно, не связываю ее с тем, что я много курю, с тем, что я, в принципе, курю. Я ее связываю с другими особенностями моего организма, моего здоровья, поэтому
на сигареты я не грешу. Нет, тут другое все-таки виновато, поэтому сигареты здесь ни при чем. Хотя, думаю, они немножко подбавили дегтя в это масло, из чего у меня есть одышка, но не прям чтобы сильно. Сможешь ли ты пробежать километр, и будет ли это легко и тяжело? Километр? Нет, я не смогу пробежать, даже если бы я не курила, поэтому... Не, ну я могу попробовать как-то ради эксперимента попробовать пробежать километр. Думаю, у меня получится, потому что все-таки когда-то давно я занималась спортом, и у меня есть какие-то навыки, да, уже забытые, да, уже растерянные, но все-таки хоть что-то мое тело должно помнить, поэтому думаю, пробежать я смогу. Тем более я недавно, относительно недавно, примерно в районе года назад, занималась велоспортом. И да, ездить у меня получалось. Да, это было тяжеловато, особенно поначалу, именно конкретно почему-то из-за дыхания, из-за одышки это было тяжело, но со временем стало лучше и лучше. Кстати, забавный факт, во время почему-то занятия спортом курить не особо хочется. Это может быть мне. Чувствуешь ты дискомфорт в местах, где нельзя курить? Да, почему-то чувствую, я не могу это объяснить, почему, но когда я вижу запрещающий значок, мне почему-то становится некомфортно. Почему? Я не знаю почему. Просто вот внутри какое-то чувство, что надо нарушить, но нельзя. В общем, дискомфорт какой-то появляется. Опиши любую ситуацию, если такие были, где очень хотелось покурить, и нельзя было, как справлялась. Я человек изворотливый, как я справляюсь? Я справляюсь всегда за счет дудок, потому что они незаметные, они беспалевные, их можно вот так спокойно спрятать в карман и... Все, да, это будет громко, но можно сделать так, чтобы было тихо. Тем более есть огромное разнообразие дудок, которые тихие. То есть справляться с желанием покурить мне терпеть не надо. У меня всегда в арсенале есть пачка сигарет, целых 2, так еще и вейп. И не только у меня, вейп есть почти у всех моих знакомых и друзей, поэтому у кого-то попросить, если хочется, но нельзя в этом месте курить, спокойно я могу. Предпочитаешь крепкие сигареты или это не имеет значения? Нет, это значения не имеет. Мне, наоборот, сильно крепкие сигареты мне почему-то, наоборот, не нравятся. Мне в сигаретах больше всего не нравится запах. Еще плюсом, да, цена и запах. Именно как запах сигарет, именно крепких сигарет. Я их почему-то терпеть не могу. Запах, он слишком резкий для меня. У меня прям все, нет, фу. Вот, поэтому крепкие сигареты я, наоборот, не люблю. Я курю уже ради зависимости. Да, у меня, я признаюсь смело, у меня зависимость от никотина. И, да. Ну и ради удовольствия иногда тоже, потому что, если, допустим, сигарете какой-то, новая сигарета, да, там Чапман, не знаю, какой там шоколадный мне очень нравится. Вот почему бы не покурить, потому что он просто вкусненький. С этим то же самое. Почему бы не покурить, если вкусная жижа? Сможешь ли ты бросить курить, если поставишь цель, и будет ли для тебя? Да, смогу. У меня сила воли довольно-таки хорошая. Если я действительно чего-то захочу, я это сделаю. Да, несмотря на то, что я пыталась бросить курить. Там, когда я пыталась, меня по большей мере просто заставляли, потому что это был подростковые какие-то моменты, и там больше на меня наседали родители, типа, нет, тебе нельзя курить, все бросай. Я особо мне хотелось бросать, как бы меня не заставляли, поэтому в любом случае я к этому пришла. Но если бы я захотела бросить самостоятельно, осознанно, осознавая, что я хочу этого, то да, я смогу бросить. И да, мне будет тяжело, особенно я уже имевшая опыт, могу сказать, да, это будет тяжело лично для меня, особенно с психологической точки зрения. Если физическая зависимость, она не такая длинная, и ее довольно легко подавлять. Очень хорошо подавляется физическая зависимость от никотина сладким, просто там конфетами, печеньями. То есть спокойно она подавляется, все хорошо. То вот психологическая зависимость здесь уже будет сложным.
Если просто побуждение не курить часто, легко, тяжело или очень тяжело? Мне это дается как-то средне, нейтрально, то есть не то чтобы прям очень легко, не то чтобы прям очень сложно, просто вот нейтрально, средне. Как бы хочется, прям хочется и колется. Ну, допустим, почему-то нельзя, не получается, ты занятым, опаздываешь на учебу или работу, особо без разницы, просто не получается у тебя покурить, да, там с утра. И мне будет, ну, довольно-таки средний. Ну да, не будет вот этой дрожи в руках, типа, дайте мне покурить. Нет, не будет. Ну и прям на спокойном это тоже не пройдет. Тяжело ли тебе не курить сутки? Да, не курить. Вот не курить сутки уже будет для меня тяжело. Не прям нереально, но довольно-таки очень тяжело. Да, признаюсь честно, это будет уже прям сложно. А бывали поездах перелеты, где нельзя было курить, и было ли это тяжело? Да, я за свою жизнь много катаюсь, езжу на поездах. В самолете я еще не бывала, не летала. Я боюсь летать на самолетах, но это немножко другая история. Да, в поездах был момент, там нельзя курить, а порой остановки где-то очень короткие, там буквально минуту-две, и ты буквально не успеваешь ничего сделать. То есть даже выйти из поезда ты не успеваешь, тебе уже говорят, все, садись обратно. Да, в такие моменты тяжело действительно на поездах, но опять-таки, кто выручает, правда? Вейп. Правильно, выручает вейп, да. Там, в принципе, особо без разницы. Можно настолько сильно загнать пар в легкие, когда ты вейпишь, что даже когда ты выдыхаешь, особо его не будет. И в этом как бы и кайф вейпинга в том плане, чтобы не спалиться перед кем-то. Да. Вот и держи сколько тебе угодно. Тут если поаккуратненькому выдыхать, особо даже ничего и не будет. Но ощущение того, что у тебя прибавился никотина к тебе, становится лучше. Я как будто сижу, у меня рекламная кампания вейпинга чисто. Переходите на вейпинг, друзья, классно. Могу подсказать знакомого не могу. Знакомого продавца. Куришь ты больше знакомых и друзей? Да, я курю намного больше своих знакомых и друзей. Буквально как просто ёбаный паровоз. Постоянно, у меня постоянно сигареты в руках, постоянно вейп в руках. У меня нет такого момента, чтобы я, все, не курю, отстаньте, а вы курите. Нет, я курю больше всех. Но я не курю кальяны. По большей мере, кальян мне не нравится. Вот знакомые друзья у меня прям любят кальян, им прям в кайф. Мне нет, я не очень люблю кальяны, поэтому когда они там забивают кальян или мы идем куда-то в кальянку, я всегда со своим, друзья. Говорят ли тебе знакомые друзья, ты слишком много куришь? Честно, нет. Почему-то мне никто об этом не говорит, я не знаю почему. Ну, наверное, потому что я и так об этом знаю, что да, я замечаю, что я курю больше всех. И, люди как-то не хотят мне говорить об этом. Ну, зачем, если я и так об этом знаю? Так что, нет, друзья и знакомые мне не говорят, что я слишком много курю. Мешает ли курение заниматься спортом? Думаю, да. Думаю, оно мешает. Все-таки, как бы то ни было, да, курение может мешать заниматься спортом, но я им и так не занимаюсь по ряду других причин, поэтому мне не мешает. Не, если только киберспортом, тоже спорт. Думаю, там курение не будет мешать заниматься, в принципе, спокойно. Хотя, если какая-нибудь там напряженная катка, допустим, в КС-ке, чтобы покурить, нужно пару там, допустим, тот же самый вейп, нужно хотя бы пару секунд. А иногда этих пару секунд не бывает, поэтому даже в киберспорте курение все равно может мешать. Да, мой вердикт, что да, курение мешает, но не мне. На этом, в принципе, все. Вопросы закончились. Было очень интересно, очень приятно давать интервью, поговорить об этом. Всем пока!